Здравствуйте! Сегодня мы с вами будем вязать спицами вот такую повязку на голову. Она очень простая, очень удобная, двойная. И при этом ее можно использовать как повязку на голову и как воротник на шею, как вот такой воротник-хомутик. Тоже отличный вариант. Можно использовать и по одному варианту, и по другому. Вязать ее можно любой ширины и длины. У меня здесь примерно 21,5 сантиметров, высота где-то около 13 сантиметров. Я вам покажу, как связать на нужный вам размер, чтобы эта повязка отлично сидела на голове и была очень удобна именно в качестве воротника. Нигде шва у нее нет. Повязка, воротник двойная, из-за этого теплая. Вот такую пряжу я использовала от фирмы Lang Baby Alpaca. Она очень нежная и приятная на ощупь. Сейчас скажу вам ее характеристики. Так, немножко запуталась. У меня это, как я уже сказала, 100% альпака. И в 50 граммах у нее примерно 170 метров. Пряжа очень нежная, очень приятная. Вы можете использовать абсолютно любую другую пряжу, которая вам нравится, потому что я покажу расчеты, и вы сможете рассчитать все под свою пряжу и под свою плотность вязания. Эта пряжа отличная, очень мягкая, очень нежная и очень теплая. Достаточно тоненькая ниточка и тоже удобно. Вязать я буду с помощью чулочных спиц номер 3. Можно использовать круговые спицы, я буду вязать на чулочных. Еще нам понадобится крючок номер 3 и бросовая нить. Мы будем набирать в начале петли на бросовую нить. У меня точно такого же цвета, можно даже лучше брать какого-то контрастного. Главное, чтобы толщина бросовой нити и вашей нити была примерно одинаковой. Но в первую очередь мы начинаем вязать образец. Вяжем образец достаточно большой. Можно примерно 10 на 10 сантиметров, можно чуть поменьше, примерно там 5 на 10, 8 на 12, где-то такой образец. Мы его обязательно стираем, проводим ВТО, высушиваем и после этого измеряем свою плотность вязания. В первую очередь я буду измерять, сколько у меня петель в 10 сантиметрах. Итак, вот я отмеряю, где буду эти 10 сантиметров отсчитывать и считаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. У меня в 10 сантиметрах 24 петли. Сразу же отмечаю это у себя в блокноте. 24 петли. И теперь я буду просчитывать, сколько у меня рядов, но не в 10 сантиметрах, а в 5, потому что у меня поменьше образец. Тоже отмечаю, что вот я отсюда буду считать в 5 сантиметрах количество рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. У меня в 5 сантиметрах 15 рядов. Тоже отмечаю в блокноте. И 15 рядов в 5 сантиметрах. Это нам необходимо для того, чтобы посчитать, какое количество петель набирать, какое количество рядов вязать. Именно на ваш размер, именно из той пряжи, которую вы будете вязать. Потому что, еще раз подчеркну, вязать мы будем из любой пряжи, которая вам нравится. И при подсчете учитывайте, что у нас повязка двойная, соответственно, нужно будет удваивать количество петель. Я буду вязать повязку, воротник, примерно 14 сантиметров высотой, приблизительно. И поэтому я буду сейчас составлять расчет. У меня в 24 петлях 10 сантиметров, а в каком-то неизвестном количестве, какое-то неизвестное количество петель это 14 сантиметров. И сейчас по методу пропорции я рассчитаю. Итак, 24 умножить на 14 и разделить на 10. Итого я получаю 33,6.
Это, я повторюсь, это будет одна сторона, но нам нужно еще, поскольку у нас повязка двойная, нам нужно с двух сторон, соответственно, нужно умножить на 2. Повязка двойная, петли с двух сторон. Умножаем количество на 2. Итого получаем 67,2. Двоечку мы убираем, получаем 67 петель. Но нам нужно добавить еще 3-4 петли на сгибы, потому что повязка, как я говорю, двойная. Вот, допустим, это наша повязка, это одна сторона. Вот это другая сторона повязки, но здесь у нас, допустим, 33, здесь 33. И вот нам нужно еще по пару петель добавить вот на эти стороны повязки. Пускай будет, добавим 4 петли. Итого я получаю 71 петлю. 71 петлю я буду набирать для того, чтобы получить повязку высотой приблизительно 14 сантиметров. Высота — это высота от, допустим, линии бровей и выше. Вот это вот у меня будет высота повязки, поскольку я буду вязать ее поперек. Если, допустим, я хочу, чтобы у меня эта высота была не 14 сантиметров, а 12, вот здесь вот я вот эту цифру заменю на 12. Поскольку у нас в 24 петлях было 10 сантиметров, я составляю вот такой вот расчетик. Умножаю на 12 и делю на 10, потому что у нас это было в 10 сантиметрах. И теперь получу, какое количество мне для этого нужно будет петель набрать. 28,8. Опять же, нам нужно умножить на 2, чтобы было с двух сторон. Я получаю 57,6. Это примерно 58. И плюс 4 петли. Для того, чтобы вот здесь и с другой стороны повязки у нас было место, где она могла сгибаться. Итого я получаю 62 петли. Это если я хочу вязать повязку высотой в 12 сантиметров. Теперь нам нужно выяснить, какое количество рядов нам нужно связать. Это у нас будет следующий расчет. Можно этого и не делать. Вы можете просто примерять повязку по ходу вязания и смотреть, сидит у вас хорошо на голове или нет. Но можно это и рассчитать. Для этого берем вот эту цифру. У меня 15 рядов в 5 сантиметрах. И для того, чтобы нам сделать подсчет, нам нужно померить ваш обхват головы, вашу окружность головы. На какой размер головы, на какую окружность вы будете вязать. Допустим, вот эта голова, это повязка. Обхват головы у меня 60 сантиметров. Обхват головы. На такой обхват я буду вязать. Для того, чтобы рассчитать длину, нам от 60 сантиметров нужно отнять 30%. Это для того, чтобы повязка хорошо растягивалась, хорошо сидела на голове. У меня 30% это 18 сантиметров, соответственно 60 минус 18 получаю 42 сантиметра. Это тот размер повязки, который должна получить по связанному количеству рядов. Теперь узнаем, сколько это рядов. Поскольку 15 рядов это 5 сантиметров, 15 рядов это у нас 5 сантиметров, 42 ряда, точнее 42 сантиметра, это х рядов. И опять составляем пропорцию. Х равно 15 рядов. Вот эти 15 рядов, которые мы измеряли. Вот в 5 сантиметрах, которые мы вот здесь вот измеряли. Берем именно их. Умножаем на 42. 42 это мой обхват головы минус 30%. И делим на 5. Делю на 5, потому что я измеряла 15 рядов в 5 сантиметрах. Мне не хватило размера образца, чтобы взять больше. Если у вас количество рядов в 10 сантиметрах, соответственно, делите на 10. Итого получаем, что я должна провязать приблизительно 126 рядов для того, чтобы
на нужный мне обхват головы повязка была связана. И при этом я буду набирать 62 петли. Хотя я скорректирую и наберу 64 петли исключительно потому, что буду ее вязать на чулочных спицах. И это позволит мне, чтобы на каждой спице потом получилось одно и то же одинаковое количество петель. Если будете вязать на круговых спицах, это значение не имеет. Можете просто вязать то количество петель, которое вы посчитали. Либо можете скорректировать на чулочных, как сделала я. Итак, я буду набирать 64 петли. Набирать я буду с помощью бросовой нити и крючка. Вот я взяла крючок, у меня это номер 3, бросовую нить и вяжу 3, 4, 5 воздушных столбиков. Просто чтобы закрепить нить. Можно вязать 5, можно вязать 2, значения не имеет. Затем я беру спицу и с помощью крючка набираю на спицу 64 петли. Я это делаю вот таким способом. Здесь я подтягиваю крючком петлю, набрасываю вручную нить на спицу, потом подтягиваю ее крючком сквозь петлю на крючке. Опять набрасываю, подхватываю, протягиваю. Может быть немного неудобно. Если вы знаете и любите какой-то другой способ набора петель с помощью бросовой нити, смело используйте его. Здесь это не имеет никакого значения, какой вам способ удобен, какой вам больше нравится, тот вы и используйте. Я вам покажу этот, возможно, вам тоже понравится. Вот набрасываю нить, подхватываю крючком, протягиваю через петлю, опять набрасываю нить на спицу, подхватываю нить крючком и протягиваю сквозь петлю на крючке. Это не такой, чтобы быстрый способ набора петель, но он мне нравится, потому что потом удобно эти петли распускать. Когда потом мы будем сшивать нашу повязку, удобно будет распускать эту цепочку. Итак, я набираю 64 петли. Повторюсь, у меня в расчете получилось 62 петли, но исходя из того, что я буду вязать и вяжу на чулочных спицах, чтобы у меня на каждой спице было одинаковое количество петель, я добавила еще 2 петли. И получила итого 64. Давайте вот еще покажу буквально. У меня осталась последняя петля, 64-я. И в конце я снова вяжу какое-то количество воздушных петель. Тоже их количество значения не имеет. Это нужно просто закрепить кончик. Еще буквально пару петель я провяжу. Обрезаю здесь нить. Вытягиваю нить, но ее не затягиваю, потому что потом мы будем здесь распутывать все, чтобы нам это было удобно. Для того, чтобы потом тоже было удобно, мы первый ряд будем вязать как в поворотном вязании. Просто провяжем один ряд, и только потом мы переснимем на чулочные спицы, на оставшиеся. Все петли от начала и до конца я буду вязать лицевыми. Итак, беру основную нить в работу. И все петли, начиная от первой и до последней, я провязываю как лицевые петли. Вяжу, пока не довяжу до самого конца ряда. Вот буквально осталось мне пару петель. Последнюю петлю я тоже провязываю как лицевую. Вот я провязала. И теперь я вот эти петли, мои 64 петли, я буду распределять на 4 чулочные спицы. И по
16 петель на каждой спице. Именно поэтому я добавила еще плюс 2 петли к тем 62, которые я получила у себя в расчете. Переснимаю на первую спицу 16 петель. Вот, пересняла, здесь 16 петель, беру следующую спицу, на нее тоже снимаю с другой спицы 16 петель. Пересняла, беру еще одну спицу. И на нее тоже переснимаю 16 петель половины из оставшихся. Пересниму 16 петель, и 16 петель у меня останется на 4 спице. Итого будет на каждой спице по 16 петель и всего 64 петли. Итак, распределила я по 4 спицам. Теперь нам нужно, тут я на всякий пожарный пересчитываю точно лишь 16 петель. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Да, все верно. И следующий этап. Я вот так вот раскладываю спицы и буду смотреть, чтобы у меня вязание не перекрутилось. Вот здесь у меня как раз перекрутилось. Нужно поправить. Немножко распутать, чтобы все было хорошо, чтобы никаких потом неожиданностей не возникало. Итак, когда мы все распределили, проверяем еще раз, чтобы нигде вязание не было перекручено. Вот я поближе покажу, вот видите, нигде у нас не перекручено вязание, все отлично. И теперь мы начнем вязать по кругу. Вот у нас начало и конец ряда. И мы начинаем вязать просто лицевыми петлями по кругу с самого начала, без каких-либо особенностей. Вяжем наш воротник-повязку на голову трубой. Вот наша первая петля, она достаточно слабая, потому что у нас нить же не закреплена, но это значение не имеет, это мы все поправим в самом конце вязания. Провязали первую петлю, подтянем ниточку, вот самое начало, и вяжем лицевые петли, и вяжем таким образом, чтобы у нас петли были развернутые, а не перекрученные. Вяжем лицевые петли. Все очень просто по кругу. Теперь вяжем нужное нам количество рядов. Я подсчитала, что мне нужно будет провязать приблизительно 126. Вы либо подсчитали нужное количество рядов, которые вам нужно связать, либо будете просто по ходу вязания примерять. Но лучше, конечно, считать, потому что после ВТО пряжа может либо немножко потянуться, либо наоборот сесть. И рассчитав, вы будете точно знать, сколько рядов вам нужно провязать. Так, сейчас здесь поправлю. Довязываю последнюю лицевую петлю на этой спице. Перехожу на следующую петлю, точнее на следующую спицу, и вяжу дальше лицевые петли. И вот так вот я довязала до конца ряда, и теперь в следующий ряд начинаю с того, что просто первую петлю следующего ряда я просто провязываю лицевой. Просто вяжем дальше. Вяжем по кругу, вяжем
лицевые петли. И вяжем столько рядов, сколько вам требуется. И вот так вяжем, вяжем, вяжем. Как я уже сказала, вяжем то количество рядов, которое вам нужно. И я буду вязать примерно 126 рядов. Вот я уже такую трубу связала. И у меня буквально осталось там 1-2 ряда довязать. Вяжу лицевыми петлями. Вяжу. Причем на вязание этого воротника повязки на голову у меня ушло меньше 1 мотка. Итак, я вязала по кругу, провязала нужное мне количество рядов, получила вот такую трубу. И сейчас давайте примерно прикинем, сколько у меня получилось в длину сантиметров. От начала и до конца где-то примерно 42 сантиметра. Поскольку после ВТО эта пряжа практически не изменилась, у меня сейчас 42 сантиметра, как и нужно было при расчете. При этом пряжа хорошо пружинит и отлично себя ведет. И смотрите, мы должны были закончить ряд там же, где мы его и начинали. Смотрите, здесь сверху ниточка идет вот здесь, и с обратной стороны нитка должна быть там же. Это нужно для сшивания. Я потом еще об этом вам еще расскажу. Следующий этап: нам нужно вот с бросовой нити снять петли и переместить их на еще одни спицы. У меня спицы круговые, но тоже номер 3. Итак, вот давайте посмотрим, где у нас здесь начинается начало ряда и конец, где мы начнем распутывать. Вот здесь мы распутываем. Просто тянем за ниточку, и у нас распускается. Вот я поближе покажу. Именно этим мне и нравится такой способ набора на бросовую нить, что можно сразу очень легко и просто переснять. Вот мы распускаем и тут же подхватываем петлю. В этой пряже петли соскакивают очень легко, поэтому буквально одну петлю распустили и тут же ее подхватили. Вот подхватили. Одну петлю распустили и тут же подхватили. Больше одной петли не распускайте, если вы используете ту же пряжу, что и я. Иначе потом вам будет тяжело поймать петли, они могут убежать. А так одну петлю распустили, одну петлю подхватили. Так будет намного удобнее. И таким образом, распуская бросовую нить, поднимаем на спицы все петли. Я поднимаю на те же спицы, на тот же номер спиц, что я вязала, на 3, но у меня уже нет чулочных спиц такого номера, поэтому я на круговые набираю. Здесь уже это особого значения не имеет. Потом для сшивания это тоже особого значения не имеет. Даже можно не на спицы поднимать, а, допустим, взять иглу с нитью и поднять на иглу. Но это уже как-нибудь я в другой раз вам покажу. А сейчас просто вот распускаем петлю, подхватываем, распускаем петлю, подхватываем. И так полностью распускаем и подхватываем все 64 петли. Вот у меня буквально осталось пару последних петель, распускаю и подхватываю все оставшиеся петли. Внимательно подхватывайте, не пропускайте петли для того, чтобы не убежала какая-то петля. Потом, когда полностью все петли поднимете, можете их тоже пересчитать. У вас должно получиться то же самое количество, которое вы, естественно, вязали.
Вот я пересняла. И причем, смотрите, вот ниточка здесь сверху, где мы начинали вязать ряд, и вот здесь соответствуют и там, и там. Это нужно для того, чтобы при сшивании у нас не перекрутилась наша повязка. Где начинали вязание ряда, там его должны были закончить. И при этом вот так вот будем складывать и сшивать. Чтобы потом мне было удобнее сшивать, вот на темных спицах у меня с одной стороны 32 петли и с другой стороны 32 петли. Теперь я отмеряю нить. Четыре, 5, 6, 7, 8. Я взяла 8 даже с запасом, где-то 10 длин, но это прям с большим запасом. Обычно нужно в 3 раза больше того шва, который вы должны сделать. Но я решила, чтобы точно наверняка мне схватило нити, я примерно 10 раз отмерила длину. И теперь беру иглу для сшивания и буду сшивать трикотажным швом по открытым петлям, для того, чтобы шов был абсолютно незаметен. И так как я уже говорила, сверху у меня на черных спицах с каждой стороны по 32 петли, и чтобы мне было удобнее сшивать, я на чулочных спицах снизу тоже на каждую спицу оставлю только 2 спицы вместо 4, и на каждой будет по 32 петли. Так сшивать мне будет удобнее. И тут переснимаю. И вот у меня с одной стороны 2 спицы по 32 петли и сверху 32 спицы по 32 петли. И начинаю сшивать трикотажным швом по закрытым петлям. Покажу, как это делаю я. Вот в первую петлю, которая у меня на спице, снизу вверх протягиваю иглу. Я эту петлю снимаю обычно с спиц, мне так удобнее. Сейчас я еще тут примерюсь, посмотрю, как будет удобнее. Да, вот я ее снимаю. Подтягиваю немножко нить. И теперь в петлю нижнюю, в самую первую, снизу вверх, так, чтобы петля была открытая, протягиваю иглу. Тоже снимаю петлю. Затем возвращаюсь в верхнюю снятую петлю и сверху вниз протягиваю здесь и в соседнюю петлю. Так, как будто бы я имитирую вязание спицами. Снимаю петлю, в нижнюю петлю снятую и в петлю на спице протягиваю иглу. Поближе вам покажу, чтобы было удобнее смотреть и было лучше видно. Снимаю петлю снизу, вверху в верхнюю снятую петлю и в петлю на спице протягиваю иголку. Снимаю эту петлю. Теперь в нижнюю петлю, снятую за вторую стенку, и в петлю на спице протягиваю, снимаю. Вот теперь в петлю снятую за половинку и за вторую половинку петли на спицах. И таким образом я чередую там и там, я сшиваю. Лично мне такой способ сшивания со сниманием петель кажется более удобным. Если вам удобнее какой-либо другой способ,
трикотажного шва по открытым петлям, смело используйте его, здесь тоже особого значения не имеет. Сшивайте так, как вам удобно. Я покажу свой вариант, и вы посмотрите, удобно вам это или нет. Снимаю петлю. Теперь вот в снятую петлю внизу и в соседнюю петлю на спице протягиваю иглу. Саму нить я не перетягиваю, а примерно такое же натяжение, как будто бы если бы я сама вязала спицами вот эти петли. Теперь продолжаем сшивать, и я вам еще покажу, здесь будет чуть-чуть удобнее видно. Вот здесь подхватываем петлю и еще за половинку петли на спице. Вот таким вот образом снизу вверх. Я петлю эту снимаю. Теперь протягиваю через снятую внизу петлю в соседнюю петлю на спице, протягиваю иглу. Снимаю. Теперь возвращаюсь наверх в верхнюю петлю и в соседнюю. Вот видите, чтобы она... Я так снимаю, потому что, чтобы она была развернута. Не перекручена, а открыта. Снимаю. Вот внизу, вот в эту петлю и в петлю на спице. Так, снимаю. Возвращаюсь вверх, в верхнюю снятую петлю и за полупетлю на спице. И вот так последовательно сшиваю две стороны. Вот дохожу до конца этой половинки. Здесь будет не очень удобно сшивать, но это ничего страшного. Тут немножко вываливаются спицы, но ничего. Вот вверху в снятую петлю и за петлю, которая расположена на спице. Теперь за снятую петлю и за петлю на спице. Снимаю внизу спицу, вверху цепляюсь за снятую петлю, за половинку и за полупетлю на спице. И тоже теперь спицу убираю. Половину мы сшили. И следующий шаг нам нужно вывернуть. Половина здесь у нас готова. Нам нужно вывернуть повязку воротник на обратную сторону. И то же самое проделать с оставшейся половинкой. Сшиваем точно так же. Располагаем спицы. Складываем и так вышиваем дальше. Давайте я вам покажу, как я начало сшивала. Вот мы сверху закончили, значит возвращаемся вниз, полупетля снятая и одна полупетля на спице.
Снимаю петлю со спицы, иду вверх, так, сверху снятую полупетлю и за полупетлю на спице. И таким образом сшиваю дальше. И дохожу до конца, покажу, как я сшиваю последние буквально несколько петель. Принцип сшивания точно такой же. Теперь возвращаемся вниз. Снимаю петлю. Возвращаюсь вверх. Если вы не понимаете, где у вас снята петля, можно просто ниточкой подергать и заметите, где у вас снятая петля. Вот это у меня снятая петля. Протягиваю в нее и в петлю, которая была на спице. Теперь вниз иду. И теперь нужно соединить начало нашего, точнее конец нашего шва с началом, чтобы не образовалась дыра. Вот видите, такая дыра. И теперь нам нужно соединить наше окончание сшивания с началом ряда. Вы тут подразберитесь, где у вас заканчивается. И нужно здесь сделать максимально незаметно. Я за полупетлю конца ряда и полупетлю начала ряда соединяю вместе. И теперь имитирую самую последнюю петлю. Когда это готово, нужно немного подтянуть петлю и закрепить ее. Закрепляю я самым обычным способом. Вот вам покажу. Вот, просто делаю узелок. Все еще пока что маскирую. А теперь я делаю узелок. За серединку петли цепляюсь. Делаю узелок. И маскирую нить. Если у вас слабенькая нить от начала ряда, ее замаскировать нужно точно так же. Вот так я делаю. И теперь нить обрезаю. И кончик нити сам автоматически спрятался внутри в нашем двойном вязании. Все, наша простая и очень удобная повязка на голову, воротник, хомутик на шею готов. Спасибо, что были со мной. До встречи в новых видео.